Представляю вам Баффи. Новый способ усилить своих бойцов с помощью мощных изменений. В моей области взгляните на это. Ого, я и не знал, что так могу. Ого, я тоже. Ненавижу сальто назад. Это не заставит вас делать сальто назад, но... Что ты делаешь? Снимаю их. Но они усилят ваши гаджеты, звездные силы и гиперзаряды. Наконец-то я могу использовать гиперзаряд на публике без последствий. Каждый боец может использовать 3 баффи, каждая из которых дает уникальные преимущества бойцу. Есть 3 типа баффи. Баффи для гаджетов, баффи для звезд и баффи для гиперзарядов. Прежде чем мы перейдем к дизайну и механике Баффи, нам нужно поговорить о наградах для бойцов. Каждый боец, который получит Баффи, также получит награды за свои способности. Поскольку мы улучшаем несколько способностей одновременно, это также хорошая возможность пересмотреть наборы бойцов, если они не работают должным образом. Итак, чего вы можете ожидать от Баффи, кроме сальто назад? Мы запускаем Баффи для 6 бойцов, так что давайте рассмотрим их всех и их новые наборы. Начнем с Аргел Шелли, чья Баффи также сопровождается переработкой некоторых ее навыков. Оба ее гаджета теперь можно прицеливать и использовать с автоприцелом. Первый гаджет. При усилении он также замедляет цель и замедляет ее с каждым ударом. Второй гаджет. При усилении Шелли становится неуязвимой во время рывка. Ее суперспособность теперь поджигает врагов, чтобы их было легче добить. Помимо лечения, она также получает 20% скорости передвижения на 3 секунды. Скорость полета снарядов основной атаки Шелли теперь значительно увеличена. Кольт также получает несколько гаджетов и переработок вместе со своей Баффи. Его пуля стала больше и теперь наносит больше урона. Раньше его гаджет перезаряжал 2 патрона, но теперь он делает 2 быстрых выстрела, которые замедляют цели. При усилении эти выстрелы также забирают 1 патрон у цели. Кольт также получает ускорение каждый раз, когда наносит урон. Наносит увеличенный урон врагам, которые находятся далеко. Кольт стреляет быстрее, но количество пуль остается прежним, просто он быстрее расправляется с врагами. Сам колючий мальчик Спайк получает, как вы уже догадались, несколько переработок вместе со своей Баффи. Первый гаджет — переработка. Раньше его первый гаджет выпускал 3 волны игл, но теперь его можно прицеливать, и он выпускает 2. При усилении он обездвиживает цель, если в нее попали 3 иглы. Второй гаджет. Теперь вы можете бросать свой кактус в горшке. Чем дальше вы его бросаете, тем дольше он разворачивается. Но это делает Спайка более полезным в командных боях. При усилении это растение в горшке наносит урон при уничтожении и отталкивает врагов. Первая звездная сила. Переработка. Вместо лечения, пока вы находитесь внутри своего суперудара, Спайк теперь будет лечиться на определенный процент от нанесенного суперударом урона. Вторая звездная сила. Без переработки, но при усилении шипы будут изгибаться еще сильнее. Гиперзаряд. Гиперзаряженный Спайк будет получать 2 взрыва от своих основных атак вместо 1. И это похоже на получение наград. О, точно. Первый гаджет. Теперь вы можете прицеливаться и стрелять сквозь стены. При усилении это также замедляет врагов. Второй гаджет. Теперь прицеливайтесь и стреляйте, чтобы отталкивать врагов. При усилении отбрасывает бойцов назад и оглушает их, если они ударяются о стену. При усилении уменьшает урон, наносимый врагами, которых вы обстреливаете. Теперь вы также становитесь неуязвимым на 1 секунду при активации суперзаряда. Гиперзаряженная мисс также отравляет врагов своим выстрелом, нанося урон с течением времени. Переработанный гаджет Баффи. Переработка. Вместо того, чтобы становиться невосприимчивым к контролю толпы, Фрэнк теперь выпускает прицельную звуковую волну и становится невосприимчивым к контролю толпы. Уничтожает снаряды. Второй гаджет. Раньше этот гаджет наносил дополнительный урон и притягивал врагов ближе. Теперь вы можете прицеливаться для более точного и дальнего броска. Первая звездная сила. При усилении эта звездная сила также исцеляет Фрэнка при победе над бойцом. Вторая звездная сила. При усилении Фрэнк теперь получает на 15% меньше урона, когда у него больше 50% здоровья. Гиперзаряд. Гиперзаряженный Фрэнк позволяет ему атаковать с максимальной скоростью всеми основными атаками. Мортис. Первый гаджет. Теперь прицельный. Мортис может либо атаковать вокруг себя, нажимая, либо бросать лопату в любом направлении. Второй гаджет. Раньше этот гаджет увеличивал скорость перезарядки, но теперь он будет прицельным и позволит Мортису стать ночным существом и перемещаться в указанное место. При усилении Мортис будет наносить урон целям и исцелять себя в этой форме. Звездная сила «Жуткий урожай» даст Мортису постоянное максимальное здоровье до победы. Это тоже суммируется. Баффи Койлинейк уменьшает урон Мортиса во время его длинных рывков. После использования основной атаки Мортис нанесет такой же урон в ту же область после небольшой задержки. Наш план — сделать бафы для каждого бойца в игре. Бафы будут следовать за вашим бойцом в играх, и вы сможете видеть свои и вражеские бафы во время боя.
Бафы доступны в автомате с когтями, когда вы наберете 1000 трофеев. В каждом пуле будет новый баф, и вы сможете разблокировать только те бафы, которых у вас еще нет. Когда автомат разблокируется, ваш первый баф будет бесплатным. Каждый баф будет стоить 2000 очков силы и 1000 монет. А если у вас разблокированы все бафы, вы можете использовать свой шик в автомате с когтями, чтобы получить специальные скины для баф. Они не влияют на игровой процесс, они просто красивые. С бафами будет несколько изменений. Больше никаких мифических или эпических предметов для бойцов, получающих бафы. Мы также удаляем и возвращаем их, и соответствующим образом перебалансируем бойцов. Кроме того, индикатор круга под вашим бойцом теперь выглядит иначе. Получите свои бафы, как только мы выпустим декабрьское обновление. Одна из самых популярных тем, о которых нас просят, это стимпанк. Поэтому, чтобы совпасть с новым пропуском на бой, мы выбрали стимпанк. Сью подходит в образе стимпанк мафиозного бота с новым скином для пропуска на бой. Стимпанк 2 — это стандартная версия скина. Преступный лорд, вторая в стиле 2 — это цветовые вариации. Теперь мы выпускаем по 2 скина для пропуска на бой в каждом сезоне, и стимпанк Гейл второй из них. Модный Гейл и элегантный Гейл — это цветовые вариации этого скина. Если вам не нравится стимпанк Гейл и вы хотите вместо него элегантного Гейла, используйте свои новые ключи, чтобы разблокировать нужные вам скины. Или купите пропуск на бой плюс, чтобы получить оба. У нас также есть кровавый придирчивый Сэм, который слишком хорошо одет для этой работы, но выглядит он круто. Босс Грок — тот, кто командует, но не боится запачкать руки. Заводной Кази — первый легендарный скин для Кази, и она выглядит как главный злодей научно-фантастического фильма. А поскольку у Кази 2 формы, вы получаете 2 королей в одном. Говоря о грабежах и преступлениях, мы покорим сердца людей сезоном Брютина. Рико в этом сезоне Брютина убит горем. Что натворила Пайпер? И расставание с Рико — одна из цветовых вариаций. Месть Рико — другая цветовая вариация, когда он решит двигаться дальше. Но, если вы не фанат Рико, обратите внимание на Анджела из Брютина. Анджела — тот самый Купидон, которым они всегда должны были быть. Возможно, нет, но вы все равно влюбились. Адонис Анджела и похищенный Анджела — это цветовые вариации скина. Обнаженная форма Валентина просто хочет обниматься со всеми. И любовное зелье может сработать, но я бы не советовал его пить. Берри Али, которая, возможно, слишком нарядилась для своего первого свидания. И у нас будет много сезонных вещей, так что вот они. Снежный шар для няни на дни бойцов. Лунный лотос для лунного Нового года и Киберспорт Макс, который является скином года, вдохновленным мировым финалом. А потом он снова в бассейне. Пирс, вытащи его. Пирс — легендарный снайпер и, наконец, последний член трио Виллетс и Рапидс. Когда Фас решает, что в бассейне слишком много мочи, он зовет Пирса, чтобы тот все убрал. У Пирса есть новая уникальная черта. Он оставляет пулю каждый раз, когда использует свою основную атаку, и перезаряжается, только подбирая пулю или расходуя все свои патроны. Подбирая пулю, Пирс также автоматически делает мгновенный выстрел в ближайшего врага, который проходит сквозь препятствия. Понятно? Как и его имя. Последний выстрел из его пистолета наносит дополнительный урон, поэтому иногда полезно бегать с одной пулей. Его суперспособность нацеливается на область и отмечает врагов, а затем стреляет в них самонаводящимися пулями. При каждом попадании выпадает пуля, которую Пирс может подобрать, чтобы сделать еще больше выстрелов. Извини, Кольт, похоже, Пирс, новый магазин пуль. Гаджеты и звездные силы Пирса могут сделать его лучшим саппортом, замедляя врагов или поглощая урон. Пирс — первый легендарный боец, с тех пор, как мы выпустили новое событие по выпуску бойцов, так что ждите изменений. Кто выключил свет? Держи меня за руку. Марсия! Это не твоя рука. Я знаю. Привет, ребята. Это ужасно. Глоба — наш январский боец, выходящий из темноты. Хотя бойцы хотели бы, чтобы у него было поменьше света. Морской биолог, работающий в аквариуме Стар-парка, Глоба одержим морской жизнью и хочет познакомить с ней как можно больше людей. Хотя он может показаться немного жутким, на самом деле он хороший парень. Мы так думаем. Он совершенно новый целитель, который использует свой светящийся луч, чтобы постоянно лечить товарищей по команде. Но также может использовать его как оружие, чтобы постоянно наносить урон врагам. Глоба будет продолжать лечить или наносить урон, пока его основная атака активна. В своем суперспособностях Глоба показывает свое лицо, отпугивая врагов и нанося урон. Гаджеты и звездные силы Глобы позволяют ему стать еще более эффективным целителем, оказывая поддержку товарищам по команде в сложных ситуациях. Глоба выйдет из глубин в январе. Еще больше новинок. Обновление Brawl Pass. Итак, стоимость Brawl Pass повышается. Но он получает серьезные улучшения и становится более ценным. Где новое хранилище Brawl Pass? Да, чувак. Сколько времени нужно, чтобы взломать это новое хранилище Brawl Pass? Успокойся, я почти справился. В этом новом хранилище Brawl Pass много всего. У меня через час встреча с парикмахером.
Вот здесь. 67. Я слишком стар, чтобы понимать этот мем. В Brawl Pass происходят большие изменения. Давайте рассмотрим самое важное — хранилище. Теперь в Brawl Pass будут ключи от хранилища. Каждый месяц можно будет получить 4 ключа, каждый из которых открывает отдельную часть хранилища. Ключи от ресурсов. Они позволяют разблокировать дополнительные монеты, очки, силы или блики. Ключи от бойцов. Они позволяют разблокировать бойцов. Для разных редкостей потребуется разное количество ключей от хранилища. Ключи от скинов. Они позволяют разблокировать новейших королей, Brawl Pass или скины из предыдущих Brawl Pass. Ключи от бафов. Они открывают бафы. Самое интересное. Ключи от хранилища можно накапливать в течение сезонов, чтобы вы могли накопить на то, что вам действительно нужно. Пример на еще одного ультралегендарного бойца. Мы внесли изменения в Brawl Pass, которые позволяют вам выбирать, что разблокировать. Если вам не нравятся текущие варианты, вы все равно можете получить выгоду от пропуска, накопив ключи от хранилища. Мы улучшили бесплатный пропуск. Мы добавили 10 новых этапов с наградами. Вы можете увидеть все изменения в нашем предыдущем блоге или видео от создателей контента. Теперь за хвост вы будете получать случайные награды вместо звездных капель. Это должно сделать получение опыта после прохождения уровня более увлекательным. Мы сделали бесплатный пропуск еще лучше. Помимо 10 новых наград и ключа от хранилища, он также включает в себя новый тип звездных капель Капли Хаоса. Еще больше новинок. Новые капли хаоса. Капли хаоса — это самый мощный вариант звездных капель. Их самая низкая редкость — суперредкая, а самая высокая — ультразвездная. Капли Хаоса также могут делиться до 8 раз. Вау-вау-вау. Если капля хаоса разделится, она сохранит ту же редкость. Это значит, что вы можете получить 8 ультразвездных капель за один раз. Ультразвездные капли содержат Гиперзаряд. мифических, легендарных и ультралегендарных бойцов, эпических, мифических, легендарных и гиперзаряженных королей. И Капли Хаоса будут доступны в Brawl Pass, а также могут быть в вашей ежедневной награде. Еще больше новинок. Новый гиперзаряд Джиджи. Теперь ее суперспособность наносит урон не только при выходе, но и при входе. новые игровые режимы. Подбирайте и доставляйте бомбы, чтобы уничтожить базу противника. Влюбленные, любовная бомба, любовная бомба. 2 на 2 с изюминкой. Сколько атак оглушают? Используйте любовную бомбу, чтобы мгновенно победить врага. Боссы для 2 игроков. Кинотеатр, объедините свои силы и победите боссов. Brawl-бол и Brawl-хаки. Если мяч или шайба все еще в движении, когда заканчивается таймер игры, игра будет продолжаться до тех пор, пока счет не перестанет меняться. Давайте сделаем решающий бросок. За драгоценные камни вы получите в 2 раза больше очков силы, а очки силы будут стоить дешевле в предложениях. Приветствую вас.